Всем привет! Вы на канале Мотосанчо, и мы снова с вами куда-то едем. Едем на полюбившуюся уже многим мотобарахолку в Лодзи, но есть одна особенность: мы сегодня едем как продавцы. Появилась такая идея довольно давно о том, что неплохо было бы приехать на мотобарахолку и постоять как продавец, поторговать чем-нибудь. А тут мой друг Урмас предложил: а давай попробуем. У него скопилось некоторое количество запчастей для автомобилей, мотоциклов. Помашем Танюшке, пока-пока. Скопилось некоторое количество запчастей. И я зарезервировал для нас торговое место. Урмас сейчас едет из Эстонии специально подготовленным для этого выезда микроавтобусом Ford Transit, нагруженный и навьюченный. А я выезжаю налегке, на мотоцикле. Тоже кое-что прихватил. Старые амортизаторы, всякое барахло, которое не надо. Кое-что из экипировки, например, куртку, которую Мишке покупал, но она оказалась для него слишком большой, слишком длинные рукава. В итоге, чего ее держать, можно попробовать продать, вернуть деньги. Ну и вот пятница, вторая половина дня. Я выбираюсь из города. Сейчас еще на заправочку заедем, плеснем немного бензина в бак. Сегодня очень жаркий день. 33 градуса термометр показывал за окном. Заправка с дешевым бензином по 6,28,95. Залил полный бак. День добрый. Так, Парагона выстарче. Чека достаточно. Дякую. Заодно немного разменял денежку, чтобы мелочь была с собой. Сдачу давать. Мы ведь торговать едем. До видания. Выскакиваем на трассу А1 в направлении Лодзи. Небо затянула серая дымка. По прогнозу обещают грозу, но грозы сейчас локальные. Где-то есть, где-то нет. Где-то в новостях смотришь, град прошел размером с хорошую сливу. А буквально в 5 километрах от этого места, может, еле-еле дождь покапал. На первой парковочке я сделаю остановку. Во-первых, потому что договорился здесь встретиться со своим попутчиком Димой. Едем вместе. Он будет мне помогать. А во-вторых, мне на вот этих неровностях показалось, что вилка у Хонды слишком мягкая. И я решил ее подкачать.
Здесь есть пневматическая подкачка и можно регулировать жесткость. Японские технологии образца 86 года. Откручиваем декоративный колпачок, а под ним обыкновенный вентиль, такой же, как на камере, как на колесах. Затем воспользуемся компрессором. Я сразу установлю давление где-то в пол атмосферы, много качать не будем. Видели, да, как буквально на глазах мотоцикл приподнялся. Забавно. Похожая система пневматической регулировки подвески есть на старых 1,5-литровых Goldwing'ах. Но там компрессор встроенный. Шланг выходит из бокового, по-моему, правого кофра. И можно подкачивать как колеса, так подвеску. Еще и друзьям на дороге помогать с подкачкой. А вот и Димка подъехал. Все в сборе. Можем выдвигаться. Дело в том, что у нас два варианта. Либо ехать в субботу рано-рано утром, чтобы там разложиться и начать торговать. Либо ехать сегодня, заночевать в Лодзи на стадионе, что само по себе прикольно. Ну и завтра уже проснуться и не спеша разложиться, включаться в работу. Здорово! Здорово! Едем. Сегодня стадион принимает людей до 9. Можно заехать, найти свое место и расположиться. Мы хотим заехать сегодня, а Урмас прибудет уже завтра утром. Ему больше 1000 километров, 1200. За один день довольно тяжело. Да еще и микроавтобусом, не легковой машиной. Удивительно, мы даже умудряемся догонять других мотоциклистов. Я сначала думал, что они на чем-то малокубатурном едут, но нет. Вполне себе полноразмерные мотоциклы. Сделаем, пожалуй, остановочку по пути. Размяться, водички попить. Едется хорошо, не жарко, но как-то очень долго. Построили заодно маршрут до точки. Ну и написали всем знакомым, кто тоже туда едет, что мы уже в пути. Может, с кем-то сегодня встретимся, а с кем-то завтра утром. К вечеру здорово распогодилось.
Тучи на небе разошлись, выглянуло солнышко, а еще сейчас спадает эта полуденная жара. Появился прохладный ветерок, очень приятно едется, и мы с вами уже практически в Лодзи. Почти добрались. А еще у меня очень сильно чешется нос. И я не знаю, то ли это тополиный пух в воздухе летает, у меня на него всегда такая реакция, то ли это неспроста, и мы с Димкой сегодня найдем магазин с холодным вкусным пивом. Кстати, нам не помешало бы еще и заправиться. У меня уже светится лампочка. Вот как раз и заправочка впереди. Надо брать. Бензин здесь относительно дорогой по сравнению с тем, который я заправлял в Пикарах. Поэтому заливать сейчас полный бак не буду. Нам полный не надо, мы почти на месте. До места осталось 7 километров. И вот уже мы практически на месте. Следующий светофор наш. А здесь незадолго была интересная ситуация. Остановились на светофоре, я включил нейтралку. Двигатель работает на холостых, и вдруг слышу такой довольно громкий стук. Такой тра-та-та-та, тра-та-та-та, тра-та-та-та. Что, думаю, такое? Попробовал добавить газу. Звук продолжается, частота не меняется. Заглушил двигатель, а звук все равно продолжается. Оказывается, это светофор для слепых. И там стоит звуковой сигнализатор, который предупреждает о смене сигналов светофора. И он настолько громкий, и это какой-то пьезодинамик, который не пищит, а именно стрекочет. Забавно. Ну, вот и добрались. День добрый. Мы приехали, а здесь уже движуха вовсю. Люди заезжают, получили регистрацию, получили карту, куда нам сейчас ехать. Въезжаем налево, А105. Да, я так смотрю, большинство сегодня уже заехало. Хоть продажи еще и не начались, но движуха полным ходом. Кто-то жарит гриля, кто-то раскладывается. Так, 98, 97. Кажется, это не наша. А нет, наша улица. 103, 104, 105. Вот мы и добрались. Вся территория стадиона поделена и размечена на такие участки, которые образуют торговые улицы. Давайте ради интереса
Раз, два, три, ну, грубо 4 на раз, два, три, 4, 5. Прямоугольник 4 метра на 5 метров. Вполне можно поместиться. У нас таких прямоугольника 2 арендовано. Чтобы Урма смог поставить бус, навес, наши мотоциклы, еще и палатки где-нибудь вместим. Хотя палатки, думаю, днем надо будет складывать, чтобы не занимать торговые площадя. Видите, дальше тоже люди с палаточкой приехали, стоят. Кто-то навесы устанавливает. Видите, можно на 30 сантиметров залезть на территорию прохода. Соседи у нас VX 800. Такой дорожник с V-образным мотором. Сузуки, если не ошибаюсь. И хондочка старенькая. VT500E. Близкая родственница моей Хонды. Но при этом обратите внимание, опять же, старые японские технологии. Кожух защитный на дисковом тормозе. Специальные дефлекторы для улучшения обдува. Вот же заморачивались люди. На часах без 2 минут 8 мы успели. Оставляем мотоциклы и сейчас пойдем на поиски магазина. Надо купить чего-нибудь на ужин. Что-то там уже тарахтит вовсю. А мы покинули территорию. Идем в Ашан. Ашан не нашли, хотя по карте он где-то здесь в округе нарисован. Зато нашли Евроспар. Кажется, это тоже продуктовый магазин. А нам сейчас не принципиально какой. Очень удачно и своевременно мы тут заприметили шаурмячечную, ну или кебабошную. Как раз она уже закрывалась. А тут мы подошли, заказали 2 больших тортиллы. 24 злотых. Сколько это? 5 с копейками долларов. Может и не дешево, зато полкило еды. Мы забрали наш заказ. Ну и в магазин еще заскочим. Какая неожиданная находка. Пиво со вкусом банана. Извращение, конечно, но надо брать. 3% алкоголя, легенькое. Чисто вот ради эксперимента попробовать. А что еще здесь есть? Апа. Что такое апа? Шишки нарисованы. У нас получился отличный набор. Шаурма, 2 бич-пакета и 6 бутылок пива. Гулять так гулять. Возвращаемся на торговые ряды. Жаль, уже темнеет. Посмотреть все не успеем. Но я тут краем глаза зацепился за восхитительную коляску. Прям такая классическая. Такую можно смело цеплять к Харлею. Ну или какому-нибудь японскому чопперу в классическом стиле. Она прям хороша. Ну, думаю, и стоит своих денег. Я предлагаю начать с банана. Пиво пшеничное со смаком банана. Обо чтобы его... Очень необычный вкус. Оно сладкое, как Балтика нулевка. Знаете, она немножко так сластит и отдает бананом. Странно. Но не могу сказать, что невкусно. Вкусно, заходит. Поужинали шаурмой, пиво банановое допили. И вот честно вам скажу, этот эксперимент того не стоил. Оно может и вкусное, но как-то не зашло. Очень тяжело стало в желудке после этого пива. Как-то захотелось сразу лечь, отдохнуть. А у нас еще палатки не поставлены.
Зажужжал в палатке насос, качает матрас от USB. Небольшая просадка напряжения есть. Можно, конечно, в помощь аккумулятору запустить движок. 12,8. Сундап. Включилось на стадионе освещение, так что спать будет довольно светло. Мы уже укладываемся и только вот сейчас задумались. Никогда раньше не ночевал на стадионе. А еще на базаре никогда раньше не ночевал. А так, чтобы и на базаре, и на стадионе, ну это вообще впервые. На этом на сегодня закончим. Всем спасибо, всем счастливо и всем пока.